Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим чесночные узелки, булочки, перед которыми невозможно устоять. Мягкие, пушистые, с характерным чесночным вкусом и ароматом. Они подойдут как первым блюдом, так и в качестве закуски. А к тому же они еще и постные, но несмотря на это, они очень вкусные. В описании под видео указано количество ингредиентов. В миску наливаю теплую воду. Измельчаю сюда прессованные дрожжи, но можно брать и сухие в пересчете. Добавляю столовую ложку сахара, перемешиваю венчиком и оставляю минут на 10, чтобы дрожжи стали активными. А затем сюда добавляю соль и растительное масло. Все это перемешиваю. Частями в несколько этапов просеиваю муку. Замешиваю тесто, как всегда, вначале венчиком, а затем буду вымешивать уже руками в миске, когда тяжело будет мешать венчиком. На вымешивание уходит примерно 5-6 минут. Если вижу, что тесто сильно прилипает к рукам, то добавляю еще немножко муки. Количество муки может немного отличаться в зависимости от ее качества, но помните, что тесто не должно быть забитым. Пускай лучше оно немножко прилипает к рукам, совсем чуть-чуть, чем оно будет тугое, и тогда узелки подойдут плохо. У меня, как видите, оно немножко прилипает, но я уже больше муки не добавляю. Кладу в миску, накрываю пищевой пленкой, убираю в теплое место на 1 час. И посмотрите за этот час, как шикарно подошло тесто. На руку наношу немножко растительного масла, обминаю тесто и выкладываю на силиконовый коврик. Затем совсем немножко, примерно минутку вымешиваю, выпускаю весь воздух из теста. Делю его на 2 части. Из каждой части формирую колбаску, которую делю на 6 одинаковых частей. Делаю это на глаз, ничего не взвешиваю. Не страшно, если какой-то узелок будет чуть больше, какой-то меньше. Каждую маленькую часть теста округляю. Как видите, тесто совершенно не прилипает к коврику, муки я больше не добавляю. Со второй частью теста поступаю точно так же. Формирую колбаску, делю на 6 частей, каждую часть теста округляю, делаю небольшой шарик. Итого у меня получается 12 заготовок. Затем я наношу на руки немножко растительного масла, беру одну заготовку и формирую жгутик. И этот жгут я связываю в обыкновенный узелок. Немножко подтягиваю и концы узелка подворачиваю под низ. Это очень простая формовка. Таким способом можно формировать любые булочки, в том числе и сладкую выпечку. Несложно, а получается довольно симпатично. Когда все узелки у меня уже сформированы, я их перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на 30 минут для расстойки. Духовку в это время разогреваю на 180 градусов. Шикарно узелки подошли, ставлю их в духовку на 30 минут. В это время готовлю чесночное масло. Заранее я растопила сливочное масло, измельчаю туда 3 зубчика чеснока, добавляю соль и итальянские травы. Перемешиваю. И также сюда добавляю мелко нарезанную зелень петрушки. Все это хорошо перемешиваю. Если видите, что масла маловато, то можно добавить немножко растительного масла. Узелки испеклись, я их сразу же в горячем виде поливаю чесночным маслом. Немного промазываю кисточкой. Аромат стоит уже потрясающий. Затем я их накрываю пищевой пленкой и сверху укрываю 2 полотенцами. Даю узелкам постоять примерно 15-20 минут и можно подавать. В это время корочка еще немножко отойдет. Они будут очень мягкие, пушистые, неимоверно вкусные, друзья. Вы не поверите, насколько это действительно просто и вкусно. К борщу, к супу, просто так, как закуска, да просто даже как булочку съесть. Это очень вкусно. Ну а насколько просто, вы видите состав продуктов. Да, мне кажется, что это есть
есть в каждом доме. Вода, дрожжи, мука. Ну, во всяком случае, это не настолько дорого, как другая какая-то выпечка более сложная. Пеките. Надеюсь, рецепт вам понравился. Жду ваших отзывов в комментариях. Всем пока!